красавицы! Какая из нас не мечтает о красивом, сексуальном и пышном бюсте? Мне кажется, что с самого детства нам внушают какие-то мысли о том, что если ты будешь есть капусту, то у тебя вырастет большая грудь. Боже, сколько же народных методов можно найти в интернете по увеличению груди, иногда просто диву даешься. Да, на сегодняшний день индустрия красоты из-за наших доверчивых женщин придумала различные методы увеличения этой самой груди, начиная от тех же народных методов, самых разнообразнейших, заканчивая, конечно, хирургическим вмешательством. Но, как обычно, я спешу вас обрадовать правдой, а может быть расстроить. К сожалению, увеличить молочную железу природным путем невозможно. Ну и чтобы доказать вам свои слова, я все-таки рассмотрю анатомию женской груди, что будет гораздо правильнее. Если более внимательно обратить внимание на женскую грудь и просмотреть ее анатомию, то можно понять, что основной объем женской груди составляет жировая прослойка, которая покрывает вашу молочную железу. То есть за вашей кожей идет не молочная железа, а жировая прослойка. У кого-то она может быть больше, у кого-то может быть меньше. Это все зависит индивидуально от процента жировой прослойки по всему вашему телу. Именно поэтому, когда девушки худеют, ваша грудь тоже уменьшается, ведь жировая прослойка уходит по всему телу. Аллилуйя! И, конечно же, ваша грудь тоже уменьшается в объемах. И чтобы уменьшить этот эффект на вашу грудь, потому что немногие из нас хотят, чтобы она уменьшалась, посмотрите мое старое видео, где я вам рассказывала некоторые секретики, чтобы предотвратить уменьшение груди во время похудения. Итак, мы с вами уже поняли, что сначала идет кожа, затем идет жировая прослойка, и уж за жировой прослойкой скрывается та самая молочная железа. Этот размер вашей молочной железы и есть сама ваша грудь. Конечно же, ее размер все-таки зависит от генетики. Тут уже как бы вы ни старались, сколько бы капусты вы ни ели, к сожалению, это полная ерунда, и никак вы не сможете природным путем повлиять на вашу грудь. Да, я понимаю, что у многих девчонок с подросткового возраста вырастает огромная пышная грудь на зависть всем одноклассницам, а у многих девчонок и женщин вообще всю жизнь остается первый, а то и нулевой размер груди. К сожалению, тут все зависит от вашей генетики, ваших гормонов, тут уж кому как повезет. Так как основные мои зрители все-таки девушки-подростки, я хочу, конечно, и к вам обратиться, потому что многие из вас пишут мне в сообщениях по поводу роста и груди, особенности ускорения всего этого процесса. К сожалению, девчонки, тут вам поможет только время, вы развиваетесь. И единственное, что вы можете сделать в качестве помощи вашему росту и вашей груди, в общем, нормальному созреванию, это только вести здоровый образ жизни, не пить и не курить, что замедлит все эти процессы. Поэтому тут все только от вас зависит. Да, поэтому многие девушки стараются увеличить этот самый объем вашей молочной железы, молочной доли хирургическим путем, вставляя себе имплантанты. Я не буду говорить за или против таких операций. Тут, мне кажется, все-таки дело лично каждой девушки, существующая проблема это или нет, или просто она хочет порадовать своего мужчину такими объемами. Дело каждого человека. Ну а думать, что вы увеличите свою грудь силовыми упражнениями, просто глупо, так как силовые упражнения на молочную железу не влияют. Следовательно, можно подумать, а зачем мне тогда вообще выполнять упражнения на грудь, если я ее не увеличу? Это главная ошибка. Как раз за вашими молочными железами скрываются грудные мышцы, то есть обыкновенные мышцы, куда и будет идти нагрузка от силовых упражнений. Выполняя различные силовые упражнения с дополнительным весом или же со своим собственным весом на вашу грудь, то есть, как мы поняли уже, на мышцы вашей груди, вы, самое главное, подтянете кожу своей груди. Особенно это важно для тех девчонок, у которых большая грудь. Также вы сможете скорректировать форму своей груди, ведь если девушка регулярно тренируется и выполняет упражнения на грудь, то форма ее груди совершенно другая, чем у девушки, которая не тренируется. У нее грудь будет более приподнятая, собратая и, конечно же, упругая. Ну и, конечно же, ваша грудь прослужит дольше, потому что если вы будете регулярно тренироваться, выполнять упражнения на вашу грудь, то кожа ее будет более эластичной, и, конечно же, с годами ваша грудь будет радовать все больше и больше вас и вашего молодого человека. Но есть большое но. Обратите внимание на вот такие вот небольшие советики, которые я вам дам сейчас по тренировкам, в зависимости от размера вашей груди и от ваших целей. Это очень важно.
Первое и самое главное, если у вас большая и объемная грудь, то вы обязательно должны тренироваться в специальном бюстгальтере, в спортивном топе, то есть чтобы ваша грудь постоянно была в форме и держалась на одном уровне хотя бы. Особенно это очень важно при кардиотренировках, при беге, при прыжках на скакалке. В общем, я думаю, вы меня поняли. Если у вас маленькая грудь, небольшая, там, допустим, до 2 размера, то можно обойтись обыкновенным спортивным топом, но все-таки я бы всегда надевала топ, чтобы грудь была на месте. И второй пункт, который тоже не менее важен, это количество повторов, подходов и дополнительный вес, который вы используете в своих упражнениях. Если вы, конечно, занимаетесь в домашних условиях, то тут все очень просто, потому что вы не можете особо использовать какой-то дополнительный вес, вы используете вес своего собственного тела. Но если вы занимаетесь в тренажерном зале и у вас есть большой выбор дополнительных весов, гантелей, блинчиков и так далее, то если у вас большая грудь и вы хотите ее немножко уменьшить в объемах, потому что многие девчонки действительно страдают от того, что у них большие объемы, то вам необходимо выполнять большое количество повторов и подходов и при этом использовать небольшой дополнительный вес. К примеру, вы выполняете жим гантелей, вам необходимо сделать до 25 повторов, примерно 3-4 подхода. И здесь уже берите такой дополнительный вес, чтобы последние 5 повторов в этом упражнении давались вам действительно тяжело. Это закон всех моих тренировок. Ну а если у вас маленькая грудь, небольшой размер и вы и так боитесь ее еще больше уменьшить различными упражнениями, то тут очень важно не переусердствовать и не давать слишком большую нагрузку для вашей груди. Если вы только начинаете тренироваться, то я советую вам начинать с домашних тренировок, а именно с отжиманий. Это укрепит как и вашу грудь, так и ваши руки, и слишком большую нагрузку для вашей груди не даст, и вся жировая прослойка ваша точно не сгорит. Опять же, следите за жирами в вашем питании, о чем я и говорила вам в своем старом видео. Но что касается повторов, подходов в тренажерном зале и дополнительного веса, то тут важно не переусердствовать, чтобы не сжечь вашу жировую прослойку слишком эффективными тренировками. Поэтому вам важно выполнять маленькое количество подходов и повторов, при этом брать довольно большой дополнительный вес. Конечно же, при условии того, что вы выполняете все упражнения с правильной техникой. К примеру, опять же возьмем этот жим гантелей, вы выполняете это упражнение от 2 до 3 подходов до 12 повторов. Не берите слишком большие повторы, потому что это опять же даст слишком большую энергию для вас, и здесь уже вес берите посерьезней. Эти мышцы будут приходить в тонус, немножечко увеличиваясь в размерах, и тем самым ваша грудь примет красивую соблазнительную форму, что очень-то и неплохо для небольшой груди. Поэтому будьте здесь внимательны и не переусердствуйте в своих тренировках, чтобы окончательно не уменьшить вашу грудь. Ну а лично для меня все-таки самое главное это тонус кожи, ну и соответственно самой груди, которая будет постоянно радовать вас в любом возрасте, если вы регулярно занимаетесь, ну и конечно вашего молодого человека. Запомните, любите себя такую, какая вы есть, тренируйтесь регулярно, правильно питайтесь и будет вам на этом счастье. Большое спасибо вам за просмотр, встретимся снова в новых видео, всем удачи и пока-пока!